На канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, вы увидите обзор, как вы уже поняли с самого начала, на Motorola X40. Чем эта Motorola интересна? Ну, в первую очередь, разумеется, это последний процессор. 4 миллиона баллов в Antutu AI. Я такого результата не видел. Если говорить о синтетике, больше миллиона в обычном Antutu. Разумеется, за 120 тысяч, потому что здесь UFS 4.0 в Storage тесте. Здесь очень быстрая память, быстрая оперативка. Здесь нереально быстрый Type-C-шник 3.1, то есть большие файлы можно использовать как флешку эту штуку. Здесь отличный вибро, великолепный звук, хороший экран. Разумеется, без каких-то моментов из разряда минусов, к сожалению, не обойтись. Я напоминаю, что вот эту штуку я, разумеется, сейчас для вас сравню по видео основной камеры и фронталки с Nubia Z50. Почему? Потому что для меня что это третий эшелон, что это третий эшелон. Motorola неплохая, Motorola интересная, Motorola всегда дешевая и очень часто впереди планеты всей по использованию, допустим, новых процессоров. Но минусы у нее, разумеется, присутствуют. Девайс интересный, не глючный, советовать я его, спойлер, сразу же могу. Ну а теперь, собственно, обзор. Смотрим. И теперь вы можете сравнить микрофоны у Nubia и микрофоны у Motorola. Основная камера 4К 60 FPS для обоих девайсов, никаких 8К я включать не буду. И напоминаю, что если у вас экран не 4К и даже если 4К, вы все равно видите 1080p сейчас. Потому что у вас запихано туда с двух устройств информация. Раз. Два. Не забывайте, что при рендере теряется качество с одного и другого устройства, плюс при рендере YouTube. Это, образно говоря, если вы будете монтировать что-то и закидывать этот ролик потом на просторы интернета, примерно плюс-минус такое качество каждой картинки у вас будет. Без каких-то дополнительных рендеров, без дополнительных конвертаций, подбора каких-нибудь там, не знаю, разрешений, кропа, еще чего-то. Вот сейчас, как снимают эти устройства, если вы просто напрямую выгрузите на YouTube, они так и будут выглядеть. В основном люди снимают в 1080p. Я напоминаю, что лучше, конечно, в 4К. Почему? Потому что можешь потом вырезать. Как мне многие говорят, никто не понимает, что такое кроп. Watermark, это вот значок, что за устройство-то не все могут отключать в настройках. С одной стороны. С другой стороны, вы для этого и смотрите обзоры и ролики, для того, чтобы понимать, что эти супер дорогие устройства не просто так дорого стоят. Функционал у них просто огромный. Да, снимать проще в 1080p 60 fps, но потом на мониторах приятнее, конечно, смотреть 4К, потому что у всех у нас уже большие мониторы, и эти устройства благополучно позволяют снимать чуть ли не фильм в отличном качестве, все зависит от света. Если говорить о звуке, помещение не идеально для звука совсем. Вот сейчас вы слышите микрофоны. Но если говорить о картинке, сейчас картинку вы видели Sony FX3 с микрофонов Rode. Вот сейчас вы слышите микрофоны, собственно, телефонов, и картинка не должна быть намного хуже. Хотя, разумеется, она хуже. Смотрим на фронталки. Так, фронталка у Nubia максимум в 1080p, но нас основное сегодня интересует не Nubia, разумеется, а Motorola, которая на фронталку может снимать 4К 60 fps. И, скорее всего, данные файлы я как раз в телегу личную скину, для того, чтобы вы могли примерно оценить, насколько хорошо может снимать смартфон, если все это вы видите в исходнике, а потом не в пережатом виде на YouTube, повторяюсь. И если говорить о фронталке, ну вот, ZTE люто глючит вот сейчас, я даже вижу. Опять же, это не гарантия того, что сейчас я вижу на Motorola все без фризов, и потом, когда я буду выгружать, фризы не появятся. Почему? Потому что это особенность, допустим, у тех же Xiaomi. Если вы видите в роликах примеры съемки хорошие у Xiaomi, у основной фронтальной камеры, знаете, что кто-то заморочился. То есть он выгрузил все это дело на компьютер, потом он в конвертере все это дело каким-то образом изменил. После того, как он изменил, он закинул все это дело в проект. И потом долго и упорно делал так, чтобы Xiaomi не фризила и не глючила на YouTube. Это проблема, начиная с Xiaomi 12T, 12T Pro. Можете почитать форумы. И я об этом несколько раз за ролик скажу. И, может быть, несколько раз буду говорить, потому что я должен понимать, мне Xiaomi нужно делать так, чтобы красивая картинка была в перспективе в роликах, потому что обзоров много, телефонов много. Или не стоит. Можете написать, кстати, в комментариях, оставлять ли то, как это все дело переносится без каких-то ухищрений. Пока вот так. Фронталка работает и там неплохо, но, разумеется, если брать детализацию, ну, это небо и земля. Вы видите, что ZTE все-таки это дешевый смартфон,
третьего эшелона. Много фронталки на улочке для того, чтобы вы увидели, что позади меня. Где-то видно, где-то нет. Ну, кстати, не совсем плохой вариант, что один, что второй смартфон по мне довольно неплохо справляется, потому что условия совсем не хорошие. Но единственное, я вижу, что ZTE очень-очень люто ловит тремор, которого нет. То есть у него со стабом вообще какая-то беда, даже в 1080p. 4К 60 FPS для двух камер. Вы ощущаете, да, какой кроп космический просто у ZTE-шки в 4К 60 FPS. И что делает Motorola. Но Motorola, к слову, сейчас заглючила. То есть после того, как я снимал на фронталку, у меня появилось мыло на основной камере после того, как я все это дело переключил, и понадобилось, ну, секунд 30. Как многие скажут, ну и чего, тебе жалко 30 секунд? Нет, мне жалко денег, когда ты покупаешь устройство, и при переключении с фронталки на основную камеру, даже уже по прошествии нескольких, получается, месяцев, устройство все равно чуть-чуть подглючивает. Вот так стабилизация работает. Давайте иксы посмотрим. Максимально X15 на великому ужасном ZTE. Но опять же, для чего это 15? Вот X6 на Motorola. Но 4К 60 FPS, и вот они, два смартфона третьего эшелона. Ну, хотя хочется сказать, что Motorola не третий эшелон. Но вот сейчас по картинке создается впечатление, что как раз Nubia первый эшелон, а Motorola нет. С одной стороны. С другой стороны, то, как дергается картинка на той же бедной Nubia, это нехорошо. А к чему это все? Ночью тестить будем дальше и позже. Пока все плохо. Ну и вот, немного кадров вдалеке. У Motorola прям лютые шумы. У Nubia, если на штатив поставить, более-менее все прилично. Если говорить про освещение, хлоп. И тут одинаково все плохо. Наш любимый подростковый тест в лифте. И мы видим, что здесь, в отличие от ночной съемки, однозначно выигрывает Motorola. Пусть она люто перекручивает цвета, но все равно. 60 FPS ночью, и если вот, допустим, что-то освещено, то более-менее еще выглядит все нормально. Но фризы я наблюдаю, 4К 60 FPS, стаб у обоих девайсов эгегей и йо-хо-хо, какой не волшебный. Вот чем отличаются девайсы дорогие от брендов первого эшелона от третьего. Вот сейчас два третьего, то есть все фризит, все подтормаживает, у всего стаб не очень. И я не знаю, как нарезать данную картинку, только если встать и на штативе снимать. Опять же, мерцание ловит Motorola. Если брать ZTE, то надо уже смотреть будет на большом экране. Фронталка у ZTE максимум 1080p, у Motorola 4К, но вы видите эти 4К, то есть у Motorola фронталка абсолютно бесполезная ночью, нулевая. У ZTE хоть что-то можно использовать, если там встать, поймать какого-нибудь зайчика. А то, что делает Motorola, это... Лучше бы они ее просто не ставили здесь, тем более такого размера. Обожаю эту адскую локацию. Любые смартфоны здесь просто погибают от количества освещения, от этих диодов и от того, как много здесь звуков. Но здесь не важно, как вообще диоды и как цвета. Почему? Потому что картинка фризит что на одном, что на втором смартфоне. Притом люто. Распаковка. Поставляется данная модель в черной коробке с названием модели и краткими характеристиками. Пакинг стандартный. В комплекте мы имеем запакованный смартфон, краткое руководство, ключ для извлечения прорезиненного слота под 2 нано-сим-карты. Карту памяти сюда запихать нельзя. Блок питания на 125 Вт с разъемом USB Type-C и китайской вилкой. Кабель для зарядки, неплохой чехол. Весит смартфон 200 граммов, а габариты составляют 161 на 74 на 8,6 мм. Розыгрыши моря. Читаем описание, какие сейчас актуальны. Постоянно это 5 Mi Band 7 серии. Разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. 28 февраля еще буду разыгрывать Xiaomi 13 глобальной версии. Условия расскажу 26 на стриме с презентацией Xiaomi. Не забудьте подписаться на телеграм-канал скидок, взаимопомощи и мой личный телеграм-канал. Там много интересного и полезного. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к смартфону. Поставляется данный девайс в черной и туманно-синей расцветке. Дизайн от прошлой линейки не особо отличается. Блок камер слегка по-другому теперь выглядит и все. Тыльная часть смартфона выполнена из матового стекла Corning Gorilla Glass 7 поколения с покрытием, похожим на Soft Touch. А рамки здесь алюминиевые. Тактильные материалы приятные, сборка хорошая. X40 довольно тонкий, не габаритный, в руке с чехлом лежит комфортно и пользоваться одной рукой можно. На
На корпусе расположена кнопка питания, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C OTG версии 3.1, что хорошо, так как файлы не будут вечность по кабелю переноситься. Далее есть микрофоны и капорт, и мини-джек, к сожалению, сюда не завезли. Динамики, 2 основных и 1 разговорный. Звучание хорошее, громкости достаточно. Но динамик, который расположен на нижнем торце смартфона, звучит, по моим ощущениям, мощнее. Смартфон также поддерживает Dolby Atmos и Snapdragon Sound. На борту есть предустановки звучания и кастомный эквалайзер, хотя нужно поползать, чтобы его найти. Bluetooth кодеков на борту достаточно, на экране вы можете видеть список поддерживаемых. Вибромотор неплохой, тактильно отклик приятный, но настроить силу вибрации и интенсивность сенсорного отклика нельзя. Имеется защита от пыли и влаги класса IP68. В начале ролика вы могли наблюдать, как я усердно топлю данный девайс, и на момент выхода ролика X40 работает исправно. Смартфон оснащен изогнутым OLED-дисплеем на 6,7 дюйма с разрешением 2400 на 1080 пикселей, что, как по мне, достаточно мало, учитывая, что они позиционируют его как флагман. Экран с закругленными краями, притом у многих к этим краям претензии, потому что экран сделали чуть-чуть дешевле, чем в прошлый раз. Поэтому в некоторых сценариях использования на этих краях выглядит все не так хорошо, как хотелось бы. Подбородка нет, а рамки симметричные. Цветовой охват 100% DCI-P3. 10 бит на цвет с поддержкой 1 миллиарда цветов, HDR10+, на борту, как и сертификация SGS по защите глаз от синего света и защиты от шима. Плотность пикселей скромная, 393 ppi по нынешним меркам. Яркости при прямом попадании света на экран не хватает. Пользоваться смартфоном в солнечный день затруднительно. Частота обновления экрана целых 165 Гц. В настройках также можно стандартно выбрать 120, 60 Гц и авторежим. Разумеется, зрительно от 144 Гц разницы нет, но вот между 120 и 165 разница все-таки есть. Тест на частоту дискретизации касания вы можете наблюдать на экране, и результат средний. Показатели шима вы можете наблюдать на экране, и почему-то они у меня рандомные, то есть я могу измерять его, допустим, утром и вечером, и почему-то результаты разные. Магия электронов. В целом они все, в принципе, адекватные. Полноценный Always On дисплей на борту, мультитач на борту, 10 касаний откликаются хорошо. Цветопередача хорошая, но сам экран ничем не удивил, кроме как частотой обновления экрана в 165 Гц, которые мало кому нужны и мало где будут работать, точнее нигде. В настройках, разумеется, можно все подогнать под свои предпочтения. Далее, разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в экран, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает хорошо и быстро. Промахи бывают, скажем так, 1 из 50. Это один из лучших сканеров, которые я встречал. Не по скорости, но по отклику точно. И распознавание лица срабатывает отлично, даже под углом, очень быстро, просто. Процессор установлен Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 с техпроцессом 4 нанометра с 8 ядрами. Максимальная частота 3,2 ГГц. Графический процессор Adreno 740, 11-слойная система охлаждения просто с невероятной площадью, но по факту смартфон перегревается и значительно. Также установлен движок Max-E с интеллектуальной адаптацией к 7 основным сценариям использования, интерфейс MyUI версии 5.0 на базе Android 13 версии, Google сервисы включаются в настройках без проблем. Оперативная память LPDDR5X доступна на выбор 8 или 12 ГБ. Внутренняя память UFS 4.0 на выбор 256 и 512 ГБ. А в комплектации со 128 гигабайтами версия внутренней памяти UFS 3.1 ETFL. Имеется поддержка Wi-Fi 6E серии, поддержка 5G сетей, что для нас не особо актуально. Для 4G сети 7 бенд есть, как и 20. Звучание во время разговора приемлемое, датчик приближения не подводил, микрофон то же самое, хорошо отрабатывал. Bluetooth версии 5.3, NFC смартфон поддерживает. На данный момент можно установить MirPay и спокойно оплачивать покупки. GPS-тест в городских условиях показывает точность до 3 метров. К слову, всем, кто хочет этот смартфон перевести, проблем там особых тоже нет, но все равно перевод будет корявый. В глобальной версии, разумеется, русский язык есть. Емкость аккумулятора 4600 мАч. В PC-марке смартфон выдал в перформансе 18 тысяч. Это прямо космос, а тест на автономность проходить он отказывается. Смартфон поддерживает быструю зарядку на 125 Вт, беспроводную на 15 и обратную реверсивную на 5 Вт. Без включенной функции быстрой зарядки смартфон заряжается за 37 минут, а с включенной за 23 минуты в среднем, до 100% с нуля. За 1 час просмотра видео на YouTube по Wi-Fi у меня улетает 6% заряда, в играх в среднем уходит 20 в час. Смартфон показал себя в играх в принципе неплохо, но в тяжелых играх он подфризивает, и здесь вопрос не к железу, а больше к оболочке. Если вы посмотрите на стресс-тест, в принципе вы поймете, о чем я говорю. Особо дико он не греется, то есть он греется даже меньше, чем K60 Pro по ощущениям. Яркость не сбрасывает у меня. Но опять же все может поменяться с прошивками. Перейдем же к тестам. Throttling-тест проходит намного хуже, чем смартфон Moto X30 Pro на Snapdragon 8 Plus Gen 1. А именно 253 гипса минимально,
максимально 352 гипса, в среднем 309 гипсов на 100 потоках при 30 минутах. Притом смартфон был полностью заряжен, холодный и под кондиционером. В Geekbench в синглкоре 1969, в мультикоре 5197. Это очень круто. 3D Mark показал Wildlife Maximum, Wildlife Extreme 3556, Wildlife Stress Test 11158, Wildlife Extreme Stress Test 3558, Slingshot Extreme и Slingshot на максимуме. Бантуту выдал результат в 1 миллион 59 тысяч попугаев, хотя все обещали 1 миллион 300 тысяч. Ну вот так. И нагрелся он до 43 градусов. При этом ушло 6% заряда. Чтобы вы понимали, на том же Samsung S23 Ultra, на который пока у меня нет обзора, за данный тест уходит 4% заряда. И я не топлю за Samsung. Их ценовая политика просто убивает. Storage тест показал хорошие, но не лучшие 126 тысяч. Видал я и побольше. 45-минутный стресс-тест прошел не лучшим образом, но и не совсем плохо. Результаты вы также можете наблюдать на экране. Основной блок камер с тыльной части состоит из 3 модулей и двойной LED вспышки. Основной сенсор на 50 мегапикселей, сверхширик на 50 мегапикселей с углом обзора в 117 градусов, с макро в 2,5 см и телевик Sony IMX663 на 12 мегапикселей с двухкратным оптическим зумом. Вообще мало что поменялось с прошлыми версии. Я бы сказал, ничего. Оптическая стабилизация, как и цифровая, на борту. Запись доступна с основного сенсора в максимальном разрешении 8К 30 FPS. Вряд ли вы будете это использовать. 4К 60 FPS, разумеется, тоже имеется. Напоминаю, что все это дело я выгружу в исходниках в своей телеге личной. Если хотите, посмотрите, скачайте. Потому что YouTube при любом раскладе и рендер будет съедать качество, и то, что вы увидите примеры в ролике, это примеры в ролике. Все намного лучше. Всегда. Со всеми смартами. Дополнительные режимы стабилизации работают не все в 4К 60 FPS. В стоке есть горизонтальная блокировка, HDR-съемка, сенсорная фокусировка, распознавание лиц, Pro-режим, баланс белого, ночной режим, RAW для фото, видеоблок, портреты с предустановками фокусного расстояния, замедленная съемка и так далее. Фронтальный сенсор на 60 мегапикселей находится по центру верхней части экрана в небольшом вырезе. Камеры не впечатлили. Как многие говорят, Motorola это не про суперкамеры. По большому счету, только фотографии на основной сенсор получаются прям вообще неплохими-хорошими. Фронтальный сенсор слегка мылит и красит лицо. Сверхширокий сенсор предназначен только для использования в локации с хорошим освещением. Конечно, учитывая стоимость, снимает смартфон хорошо. Шумов на фото даже в ночное время суток по минимуму. Цвета передаются неплохо и детальности достаточно. Вряду с другими флагманами он значительно при этом проигрывает. Но зато защита от влаги есть. Короткие примеры вы сейчас увидите. Много фронталки, 4К 60 FPS, Motorola X40. И что заметил, в отличие от Redmi K60 Pro, с которым я сравнивал Motorola в обзоре с Redmi, долго фотографирует. То есть, если вы хотите снимать объекты в движении, смартфон думает долго. Это у меня закрывается пробел, как многие говорят, Саня, ты мало проверяешь фотосъемку. И исходники, разумеется, в моей телеге 60 FPS не смог вам не снять. Видите, автобусы без окон. Альтернативный кондиционер. Ну и, конечно же, есть автобусы с окнами, с нормальным кондиционером. Но все равно это выглядит как колоритно, как в Индии. Это уже не колоритно. 4К 60 FPS, X40, и сейчас вы можете наблюдать, как снимает данный смартфон X40 от Motorola в условиях, где ему в линзу бьет солнышко. Ладно, шучу, я позади солнца данного смарта. И сейчас с ультраширика 4К отсутствует в ультраширике, что неудивительно. Это 1080p, лютейшие фризы. Сейчас вы можете наблюдать, как с ультраширика 1080p 60 FPS пытается снимать Motorola. R10 Plus способен только снимать в 1080p 30 FPS. Я вижу фризы, поэтому смысла его не вижу тестировать дальше. Еще раз повторяю, что все исходники скину в свою телегу. Ну, такие небольшие точные с видео и с фото. По фото Zoom X16. Если говорить про Rolling Shutter, вы сами все видите. Но эта тема отключается у Motorola, как только ты включаешь отсутствие стабилизации. Смотрите. У нас нет стабилизации, нет никакого практически роллинг-шаттера. Мораль, не нужна вам стабилизация. Стойте, снимайте себя на штативе, на фронталку, правильно? 60 FPS, много ярких огней. И ночью я Motorola не хочу видеть. 4К 60 FPS, ночь фронталкой.
И мало того, что роллинг шаттер, ну куда вы эту картинку спихаете? Куда? Ну что же, съемка против солнца, как мне сказали, роллинг шаттер Motorola с последним обновлением исправила. И я не знаю, у кого она что исправила. Может быть... Нет, не может. Еще раз, скорее всего, человек, который это писал, просто не знал, что если вы отключите роллинг шаттер, чтобы не было роллинг шаттера, вам надо отключить стабилизацию, и тогда у вас не будет стабилизации в Motorola, у фронталки, но не будет роллинг шаттера. Он, наверное, по ошибке после обновления отключил стабилизацию. Все хорошо, как и в X30 Pro, ничего не меняется у Motorola, как и шим на низкой яркости. Минусы: нет мини-джека, нет АК-порта, нет возможности расширить внутреннюю память, вставив microSD, процессор тротлит, смартфон перегревается, конечно, производительность улучшилась, если сравнивать со Snapdragon 8 Plus Gen 1, но не все так гладко. В плане съемки все по-прежнему, экран могли бы установить прям получше, а не подешевле, наоборот. И по разрешению, и по остальным показателям. Ну и, разумеется, роллинг шаттер при съемке фронталки, нет 1 300 000, как обещали в рекламе, в Antutu, и лютый сброс частоты процессора при стресс-тесте в Antutu практически сразу. Цены можете посмотреть по ссылке в описании к видео. Если промокоды, смотрите в моем телеграм-канале, также по ссылке в прикрепленном комментарии. Не забудьте подписаться на телеграм-канал взаимопомощи и телеграм-канал мой личный, где я как раз скину исходники видео и фото. Ну и резюмировать я бы хотел довольно просто. Под комментариями к ролику с Redmi K60 Pro вчера мне несколько человек написало: Саня, для чего ты рассказываешь про китайские бренды? Ну, в первую очередь, а какие у нас не китайские бренды, кроме яблока, из тех, что вы покупаете? Ну, есть корейский Samsung, есть еще что-то. Понятно, что Motorola это Lenovo. Понятно, что это устройство не для всех, как минимум. Но оно выйдет в глобал. Его начнут продавать. Его начнут, я вам больше скажу, покупать. То есть узнаваемость данного устройства в Азии, она значительно выше, чем у нас, либо в Европе. И я вам говорю, это уже из разряда моего опыта. Этот девайс за свои деньги, можно сказать, довольно хороший. С другой стороны, учитывая, что у меня на руках было много устройств, я бы его советовать приобретать не смог. Почему? Потому что существуют устройства среднеценового сегмента, у них чуть-чуть хуже процессор, чуть-чуть хуже может быть память. Где-то чуть-чуть хуже в каких-то местах съемка, именно с точки зрения цифр. Но сбалансированность, оболочка и поддержка, она позволяет сказать, что эти устройства выгоднее покупать. Но только с одной стороны, если бы здесь не было IP68. Так как здесь есть IP68, я вам скажу, что я могу советовать этот смартфон с легкостью. Аналоги это Samsung. Что вы купите у Samsung за эти деньги? Либо а-ля флагман прошлого года, который не факт, что у вас долго проработает, либо вы приобретете какое-то устройство, которое будет в разы больше лагать. Вот такое интересное резюмирую. Почему? Потому что они молодцы. Они, если даже и не допиливают ничего, и сенсоры оставили, может быть, те же, и камеры не так уж фантастично работают, но они работают неплохо, и они работают стабильно неплохо. Что сканер отпечатков пальцев, что сканер лица. Да, лаги в оболочке все еще случаются. Но если вы приобрели данный смартфон, либо вы можете его каким-то образом выгодно приобрести, у вас прямые руки, я уверен, что он вас не разочарует. Связь ловит нормально, играть можно, тактильно приятный, сборка хорошая. Стресс-тесты показывают и тесты во всей синтетике, что телефон с запасом на 2-3 года для гиков, но эта штука, я бы сказал, очень даже интересная. И я понимаю тех, кто ее приобретет. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, напишите в комментах, на что бы вы еще хотели увидеть обзоры. Я рассказываю про все. IQ 7, как вы видели, был на канале. Сейчас будет скоро ZTE Z50, это Nubia, которая мне, разумеется, не особо сильно импонирует, но все равно. Samsung, которые я считаю оверпрайсом. И главное нам уметь выбирать, правильно? Сейчас из опасного это бренд BBK. Что это значит из опасного? Если вы покупаете китайскую версию смартфона от бренда BBK, в лучшем случае вы получите всплывашку с напоминанием того, что у вас, возможно, будут ограничения каких-то сервисов. В худшем случае они все-таки эти аппараты каким-то образом будут ограничивать реально. То, что они их прям блочить будут, я не уверен. Но
как я очень часто со всеми рассуждаю, стал ли ты покупать бы смартфон, если бы знал, что несколько раз в день тебе надо будет всплывашку нажимать ОК на то, что у тебя телефон не предназначен для твоего региона. Если он стоит, там, не знаю, да без разницы, сколько он стоит. Ответьте в комментариях на этот вопрос. Я не верю в перепрошивки, я не верю в эти коды. Вполне возможно, они помогут. Я на это очень сильно надеюсь и рассчитываю, потому что у меня несколько аппаратов от BBK. Это OnePlus, IQO, Vivo, Oppo и Realme. То есть это девайсы, которые входят в концерн BBK. Вполне возможно, с ними могут быть с китайскими не глобальными версиями проблемы. То есть если вы покупаете без разницы на какой площадке, либо находясь в другой стране, глобальную версию смартфона, проблем у вас не будет. Если вы покупаете китайскую версию смартфона, то расскажите мне в комментариях, как у вас все хорошо. Авито уже, к слову, завален китайскими версиями смартфонов BBK, потому что люди хотят покупать железки для чего? Для того, чтобы удовлетворять свои потребности. Какие потребности? Правильно, иметь устройство, с которого ты можешь звонить, потреблять контент, что-то там подснимать и все. То есть тебе не нужны никакие проблемы с вариантом того, что его окирпичат. Как многие с яблоками ходят и думают, когда их отключат. Но пока ничего не говорит о том, что их отключат, это факт. То есть в течение года их никто не отключил, с чего их будут отключать? Потому что в первую очередь это деньги. И деньги не только для какого-то региона, а если в каком-то регионе какой-то девайс конкретно блочат какого-то бренда, этот бренд перестают покупать в других регионах, которые боятся, что их тоже могут заблочить. Вот такой вот долгий выход. Вы наблюдали, как 4К 60 FPS камера от Motorola работает в, можно сказать, студийных условиях. Потому что источников света у меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 источников света. 2 из которых конкретно меня прям подсвечивают. Девайсу, еще раз повторяюсь, за IP68 и по сумме факторов да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.